Кажется, до меня наконец-то дошло, что нужно делать, чтобы быстрее закрывать фактуры всякой. Эти рисунки нужно использовать зубную щетку и брызгать ей. Блин, это think about it. Ну вот этой штукой так делаешь. Тыдын, тыдын, тыдын. Покажу эффект. Вот это любопытно. Такие штуки. Тыдын. Осмысляю эту мысль, подкупающую своей новизной. Да. Тогда что получается? Получается такой набор. Тыдын. И вот такой. Ну, допустим. Тык-дык. У меня есть остатки чернил. Совсем чуть-чуть. Тык-дык-тык-тык. Обещали прислать. Винзоры жду. В принципе, я стараюсь перейти уже на огромный формат А2. Как раз на формате А2. Так, неплохо смотрится на стене моя рука. Тыдын для самоштабности. Или как-то вот так. Тык-дык. Ну, уже солидно. Блин. Эксперимент я в скетчбуке, наверное, проведу. Сейчас. Растопырю. Это Винзор. Мой любимый, да. Осталось немного. Ох, я что-то хриплю с утра. Тык-дык. Это мне в помощь. Вот этим пером, наверное. Вот оно. Экспериментальное. Браш, наверное, использовать не буду. А все по чесноку. Тык-дык. Окей. Ну-ка. Самая главная штука, которая напрягает меня в блокнотах с пружинкой, это то, что неудобно рисовать вот так. Поэтому рисовать буду на этом листе. Открываю радость мою, которая заканчивается. Ну давай, крутись. Так странно открывать одной рукой. Справился я. Ну там совсем чуть-чуть. Вот просто прям... Не знаю, видно на камере, не видно. Да вживую это не видно. Совсем чуть-чуть, совсем на донышке. За окном дождь, и идти в магазин что-то не очень охота. Ну, в общем, начинаю эту историю. И что-то, наверное, с торсом будет связано. Да. Нет, это перо не может даже подцепить оттуда. Не цепляет. Ну, чуть-чуть. Возьмем другое. Вот это, которое Леонардо, которая зебра. Тык-дык. Да, вот оно может. Оно рисует. Почти. Как обычно, набрасываю историю с торсом. Ну, вы знаете, вот этот мой подход. Сначала позвоночник, потом на него грудная клетка, а потом уже рисуем все остальное. Чуть-чуть набрасываю идею с рукой и уложу все в грудную клетку. Как это будет здесь идти по грудной клетке. А вот так. Примерно вот так. Раскидываю волосы в сторону. Вот как раз там и будет область, в которой буду экспериментировать. Ну и куда-то сюда руку. Вот так. Когда работаю с скетчбуком, стал мельчить. Блин, нужно обратно на формат, на большой формат. А это снова на большой формат. Хватит уже мелких форматов. Сомневаюсь, что вот это поможет мне. Ну, допустим, я, как обычно, рисую такие чуть утрированные формы. И сейчас мы увидим, как нам это поможет. Раскидываю мышцы шеи туда-сюда. Окей. Примерно так. Может быть, чуть больше утрировать ноги, чтобы там вот эта вот история с набрызгом как раз и сработала. Сейчас попробую, подумаю. Да, такие получились. Прям ходульки-ходульки. И колени. Дыдым, дыдым. Вот, может быть, здесь зубная щетка покажет себя позитивно. Осталось как-то наметить руку. И можно приступать к смелым экспериментам. Я озадачен, но вдохновлен идеей. В общем, вот
то, в чем заключалась смелая идея. Я сейчас попробую набрать на зубную щетку. Тык-дык, тык-дык-тык, немного чернил. Конечно, все будет в брызгах. Будет все в мельчайших брызгах. Ну, окей. Тыдын. Так. Маленькие точки. Фактурность приносится, но везде равномерно. Нет, мне это не подходит. Если возьму так, одну сюда, другую сюда. Ну и так, в грубую попробую. Вообще происходит ли оптимизация? Тык, 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 тык. Тема-то, конечно, известная, только насколько она работает. Я смотрю. Но неизвестно. Может, лучше штрихом? И как это сочетается со штриховой графикой? Для маленьких рисунков, ну, как я предполагал, конечно, вряд ли это хорошо сработает. Выглядит немножко грязноватым, но текстурность приносит однозначно вариант. Только как теперь это контролировать? Я не хочу все время подкладывать туда бумажки. Это неинтересно, это мне не подходит. Мне нужно как-то научиться контролировать эту историю. Если вы более опытны в этой технике, может быть, подскажете в комментариях, как вы ее используете. Я не хочу закрывать это все бумажкой, я не хочу обмазывать это все этой латексной какой специальной штукой, это все длинная история. Я хочу сразу рисовать и сразу делать набрызг, как я делал, например, с бумагой, когда я делал текстурное такое штампование. О, ну-ка, если попробовать сразу бумагой раскидать это все. Не сказать, что лучше, но что-то есть. Ну вот если прям совсем стараться, то может быть эффект такой можно создать. Сейчас спробую. Чтобы не сильно разбрызгивалось, а на маленькую-маленькую поверхность. Ну-ка. Ну, во всяком случае, тон такой создает. Я думаю, у меня камера, наверное, будет вся в этих мельчайших брызгах. Какой эффект. Ну, давай, пупсик, становись симпатичный. Тык-тык-тык. Недавно был вдохновлен идеей этого метода. Сейчас интересно, что будет. Попробовал по другому пути. Взял бумагу формата А2. Это большие листики такие уже ощутимые. Ну-ка, на них как сработает. Попробуем. Надеюсь, мне хватит остатков. Вон там блестит на дне чуть-чуть. Поставлю ее под наклоном. Буду макать. Тык-дык. Промахнулся. Ну, в общем, лист большой. Разгуляться есть где. Сразу же чувствуется свобода. Но не макается. Остатки чернил. Господи, мне нужно больше чернил. Сейчас нужно посмотреть, может быть, найду еще какую-нибудь чернильницу в доме. Будет легче. У меня случайно завалялся Паркер. Вот он, красавчик. А такой он, потому что он так высыхает, что его не отвернуть просто. Он засыхает намертво. Ну, сейчас попробую отвернуть. Тут, конечно, чернил побольше. Ну-ка, попробую. О, да, все окей. Можно рисовать этой историей. Сейчас накидаю тело побольше размером. И, может быть, эта техника в другом масштабе сработает более хорошо. Переучиваюсь даже немножко на большой размер. Это прикольно. Прям это прикольно. Но немножко нужно откорректировать свои скиллы. Безусловно. Но легче прям во много раз. Вот здесь будет такая изрядная тень. Но, кстати, вот Паркер, он легко проходит через вот эту бумагу. Вот такие моменты. Что Винзор Ньютон у меня чернила. Нет, тушь. А она лежит на поверхности бумаги.
А Паркер — это чернила, и они приходят туда, внутрь бумаги. Вот это разница. Поэтому я больше люблю все-таки тушь. Она ставится сверху и дает такой некоторый рельеф. Деталить лицо, безусловно, не буду. Я этого вообще никогда не делаю. Хотя, вот сейчас я перехожу на большой размер. Может быть, начать это делать? Интересно. Подумаю, попробую. Ну что осталось для тела? Крылья, грудная клетка. Там уже идет живот. Тут тазовые кости. И вообще объемы, да. Ну, окей. Вот такая пупсичка получилась. Симпатичная. Попробую. Волосы сюда. Тык-дык. Не маленькая. Измазюканную этим Виндзором опускаю в Паркер. Там, конечно, больше на нее сейчас налипнет. Ох, я предчувствую все в маленьких-маленьких точках. Все вокруг. Я в первую очередь. Так, как бы приловчиться-то. И начать пробовать. Ну как-то так. В одной руке держу мобилку, поэтому не сказать, что прям удобно делать этот процесс. В другой руке, вот вы видите, каким способом пытаюсь исхитриться. Но текстурность наносится, да. Может быть, такой масштаб, он избавит меня от того, чтобы подкладывать всякие бумажки и прочую штуку. Может, он не сделает мне идеального варианта, но я вообще не ищу идеального варианта. Мне нужно, чтобы он просто мне был таким хорошим помощником вот в этой истории. Не создавал рандомность. Но может быть он слишком неконтролируемый. Смотрите. То есть я пытаюсь эту технику заточить для того, для чего она в принципе-то не предназначена. Объем приносит в целом, но не такой, какой я хочу. Я думаю, а что если попробовать поточковать? А нет. Сразу такие эти. Вообще не такого типа, получается, паттерны. Совсем не то. Вот, и чернила, они уже пробивают просто насквозь бумагу. А штрихи тоже нет. Так, поможет ли что-нибудь мне? Я не понимаю. В общем, пробую еще один вариант. Налью-ка Паркера вот сюда. Кривая дорожка на самом деле. Все так шатко. И возьму полиэтилен. Он неплохо работал с тушью. Как он сработает, интересно, не вариант, что хорошо. Ладно. Вообще никак. Да что такое происходит? Что делать-то? Нет, с чернилами эта техника наверняка плохо работает, потому что чернила более такие водянистые. И они сразу же проходят сквозь бумагу и не создают того эффекта, который создает тушь, когда она лежит сверху бумаги. Только тут чуть может быть заметно. Ну-ка. Хочется эффект такой, чтобы сразу и круто. Ну, странно. Но что-то такое есть. В общем, если так обобщенно идти, ну и где мое перо осталось? Ну, такими пятнами рисую. Ну, как бы
И что? В общем, это совсем не то. Нужно идти покупать тушь или подождать, пока мне ее пришлют. Такой пупсик получается странный. И вот эта техника, в которую я пытаюсь идти, она, скорее всего, все-таки работает хорошо для туши, потому что она более вязкая. И, наверное, круто она работает. О, гуашь. Ну-ка. Ну, в общем, с набрызгом не произошло того момента, которого я ожидал. Но я снова возвращаюсь вот к этой идее делать вот такую историю. Она все-таки более контролируема. Эстетически еще не выглядит так, как я хочу. Я думаю, на домике же она сработала хорошо. Вот то, что я показывал в самом начале, на том размере. Но он изначально сразу отрисован был. Может быть, его фрагментарно сочетать вот с этой техникой тапа. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Есть ли какие-то идеи? Я вот сейчас размножаю себе голову с этим всем. Может, у вас какое-нибудь свежее видение есть. В общем, это техника работы пером и тушью. Вот во что превращается. Ну-ка, давай пройдемся. Так-так. Топ-топ. Топ-топ. Ну, в целом, может быть местами и неплохо. Вон какая образная чумбра получилась. Может, сверху еще пройти с пером. Но так теневые области можно проработать. И они даже интересными становятся. Все, мне нравится вот эта техника не такими тычками. Это прям текстура получается. Даже с чернилами кайфовая. Не знаю, камера передает или не передает, но образовывается. Начинает образовываться форма. Это прям любопытно. Может, еще и нужно проработать чуть-чуть. Но это интересно. Так она в целом, но на камере я вижу ее менее привлекательной, чем она в натуре выглядит. А в натуре она выглядит прям богато, ну, на текстуры. Поэтому эта техника, мне кажется, стоит того, чтобы ее продолжать. Но это большей части вот как раз тапание вот этим полиэтиленом. А где же восторги вот от этой истории? Ну-ка, еще раз пройдусь и посмотрю, можно ли просто забить на нее, или она все-таки может быть чем-нибудь полезным. Не знаю. Ну, может, для художественных эффектов. Не знаю. В общем, непонятно. Скорее всего, просто для декоративной истории. Создавать впечатление. Не лучше она стала от этого. Не лучше. В общем, такой экспериментальный был выпуск. Сейчас еще раз покажу, почему я пошел в эту историю. Потому что с домиком неплохо прокатило. Не сказать, что я полностью доволен. Такая, чуть чужеродно это выглядит. Да, смотрите, тыдын, тут чистенько, а тут как будто бы чужеродно. Вот это результат набрызга. Но я подумал, что это перспективно, может быть. И поэтому попробовал это на рисунке девушки. Бедный мой палец. Что же делать? Вот, поделился таким экспериментом. У меня тут лаборатория этих, техник направлений. Я пытаюсь все в одну структуру заточить и сделать ее, ну, таким продуктом, с помощью которого я делаю все вот эти вот там скетчевые истории. И привязать одну технику, другую, третью, и вырастить в итоге вот это вот все дерево. Надо сказать, пупсик прям потерялся там, в этих всех набрызгах.
а и где ты только формально следы. Резюмируя, перо, как всегда, идеально к этой штучке вопросики. Но они хорошо, вот эта штука хорошо работает, когда я использую гуашь и когда я не брызгаю, а ей рисую. Это интересно, она ведет себя. Перо, как всегда, превосходно. Аквабраш. Нет, нет, не сегодня. Не сегодня аквабраш. И вот это вот нужно срочно покупать. А вот это, ну, у меня есть, да. Хорошая штука тоже. В общем, такая история. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Там внизу смотрите, чекайте плейлисты по тому, как рисовать это все. И мои картины продаются в Саачкейлере. Можно там по ссылке кликнуть и посмотреть. И можно поддержать канал, если вы хотите, донейшеном. Там тоже линк внизу. И можно написать комментарий, что вы думаете по поводу этого видео. Используете ли вы такую технику и любопытна ли она. Вот я ищу все эти оптимизации, думаю, что с этим сделать. А меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, хорошего дня.